И мы продолжим тему принципов работы мозга с информацией, применимо к программированию. Артем Молчанов, руководитель направления Data Science и прикладных исследований искусственного интеллекта Сбера, и Евгений Витяев, ведущий научный сотрудник Института математики имени Соболева, расскажут нам о том, как мы можем прийти к сильному искусственному интеллекту. Артем, Евгений, вам слово. Добрый день. Скажите, вы верите в то, что ИИ может сравняться с человеком не только в шахматах и распознавании изображений, но и в принятии решений, искусстве, политике? Мы можем ответить наверняка. Это возможно. И у нас есть решение. Меня зовут Артем Молчанов. Я развиваю Data Science и занимаюсь прикладными исследованиями искусственного интеллекта в лаборатории нейронаук и поведения человека в Сбере. Я Евгений Витяев, я ведущий научный сотрудник в Институте математики имени Соболева. Все мы знаем, как много средств было вложено в космические программы и каких человечество достигло успехов. Но мы не знаем, каких могло бы достигнуть. Ведь что, если бы мы эти ресурсы вкладывали в изобретение телепорта? К счастью, в мире искусственного интеллекта мы слабо ограничены физическими законами, и нет ничего невозможного. Тем более у нас есть хороший учитель — наш мозг. Сейчас мы уже знаем многие механизмы мышления и можем переложить их на алгоритмы искусственного интеллекта. Специально для этого Андрей Владимирович Курпатов, научный руководитель лаборатории, разработал уникальную теорию Brain Principles Programming, или BPP. Сегодня мы расскажем о том, как это может помочь в создании системы поддержки принятия решений, основанной на формальных математических методах, и почему это тот самый телепорт. Принципы в BPP — это 5 универсальных алгоритмов мозга при работе с информацией, которые можно описать математически и затем запрограммировать. Прежде чем узнать как, для начала давайте разберем каждый принцип в отдельности, а потом посмотрим, как они объединяются в рабочую систему для принятия решений. Представьте, что вы закрыли глаза и держите в руке некий объект, и вам нужно угадать, что это. Что делает мозг в этот момент? В реальности описанный процесс занимает мгновение, но давайте замедлим время и проследим. Сначала мозг дополняет информацию, полученную от рецепторов руки, уже известной. Затем одновременно соотносит кусочки этой информации друг с другом и определяет ключевые признаки данного предмета. Далее мозг одновременно воспринимает и соотносит эти признаки друг с другом, генерируя гипотезы о том, что же за объект в нашей руке. Затем он сводит эти абстрактные гипотезы до конкретных возможных объектов. И в результате побеждает вариант с наиболее релевантным набором атрибутов. То есть в памяти выбирается вариант с самым тяжелым набором активированных нейронов и связей. Наконец, яблоко в нашей руке становится каким-то яблоком, независимо от цвета, запаха, вкуса. И в итоге мы просто отвечаем, что это яблоко. Яблоко — это, по сути, метафора. Вместо него может быть что угодно. Посмотрите на свой стол. Я уверен, что многие увидят там кружку с чаем, кофе или с чем-то еще. Запомните этот факт. Итак, мы можем видеть, как мозг обрабатывает информацию, задействуя все 5 принципов BPP в связке. Теперь посмотрим, как это выглядит с точки зрения базовых алгоритмов и структур данных. У нас есть входные сигналы и структурированная связанная память. Эти сигналы активируют в памяти экземпляры конкретных свойств, например, сладкое, круглое, жесткое, и объектов — яблоко или та же кружка. Здесь уровень за уровнем первичная информация насыщается за счет связанных элементов, в зависимости от их близости и частоты взаимной активации. Все активированные экземпляры обрабатываются в отношениях друг с другом и образуют взаимосвязанные внутренне противоречивые группы. Затем алгоритм обобщает эти группы до их собирательного образа, то есть до просто яблока, дерева или леса. Это позволяет контролировать количество задействованных элементов в процессе и уменьшать неопределенность системы на каждом шаге. Алгоритм одновременно обрабатывает информацию об объекте разными способами, чтобы получить несколько результатов. Так же, как наш мозг одновременно определял разные характеристики яблока. Помните? В итоге алгоритм выбирает экземпляр, наиболее соответствующий результату. И в итоге мы можем видеть, как эти принципы работают вместе в системе, от простейших экземпляров и инвариантов до сложных сценариев и стратегий.
То есть от конкретных яблок и в целом яблоко до способов понять, что у нас в руке именно яблоко. Надеюсь, вы еще не запутались. Теперь покажем, как и какие формальные математические методы могут описать BPP. Итак, перейдем к математическим методам. Первый метод – это семантический вероятностный вывод, который обнаруживает вероятностные причинные связи, причем так, что решается проблема статистической двусмысленности. То есть по этим обнаруженным причинным связям можно предсказывать и принимать решения без противоречий. Для этого эти вероятностные причинные связи должны удовлетворять следующим условиям. Во-первых, удовлетворять определению Картрайт вероятностной причинности, состоящее в том, что удаление любого условия из посылки строго уменьшает условную вероятность этой причинной связи. Второе. Также оно должно быть максимально специфическим. Формальное определение достаточно сложное, но его смысл в том, что причинная связь должна включать максимум наличной информации. Поскольку эти причинные связи предсказывают без противоречий, то они продуцируют непротиворечивые предсказания. Ну и, наконец, четвертое, эти причинные связи полностью интерпретируемы, поскольку они представляют собой логические высказывания. Следующий метод – это вероятностное формальное понятие, которое получается обобщением известных формальных понятий. Формальное понятие – это пара АБ, где А – это множество всех объектов, имеющих все признаки из Б, а Б – это множество всех признаков, общих для всех объектов из А. Обобщение формальных понятий получается заменой совместного присутствия признаков из множества B на их взаимное и максимально непротиворечивое предсказание по вероятностным причинным связям. Тогда вероятностное формальное понятие – это совокупность признаков, которые максимально непротиворечиво взаимопредсказывают друг друга на соответствующем множестве объектов. Это можно показать, что при таком определении вероятностное формальное понятие формализует естественную классификацию, а также естественное понятие, возникающее в когнитивных науках. На картинке это представлено причинными связями, связывающими признаки естественных классов катера и машины. А отражение этих причинных связей в нашем восприятии формирует уже естественные понятия, нарисованные справа. Следующий метод – это формализация теории функциональных систем, которая является ведущей физиологической теорией, описывающей целенаправленное поведение. Эта формализация очень схематично представлена на рисунке и обладает следующими свойствами. Во-первых, обучение целенаправленному поведению и достижению цели осуществляется обнаружением причинных связей между действием и их результатами. Еще в теории функциональных систем было обнаружено, что как только некоторым нейронами отправляются импульсы к мышцам на выполнение некоторого действия, то копии этих импульсов отправляются в проекционные зоны коры головного мозга, нейроны которых обнаруживают причины связи между выполненным действием и его результатом во внешнем мире. В результате формируется контур работы мозга, который позволяет планировать достижение целей еще до начала всяких действий. Этот контур также контролирует достижение всех промежуточных и конечного результата. Ну и, наконец, достижение цели может осуществляться не одной функциональной системе, а целой иерархией функциональных систем. Следующий метод – это обобщение функциональных систем до понятия задачи, в котором понятие цели обобщается до понятия задачи. В этом случае решение задачи разбивается на подзадачи и выполняется некоторая иерархия функциональных систем. Например, если нам надо решить задачу достать некоторую пищу из холодильника, то иерархия функциональных систем, которая показана справа и вверху, мы решаем эту задачу и достаем нужную пищу из холодильника. Подробно об этих математических методах можно узнать в представленных публикациях. Но начинать стоит прежде всего с публикации, которая вверху слева. Она дает базовое определение причинных связей. Далее рассмотрим на конкретном примере, как эти формальные методы реализуют Brine Principles Programming в единой архитектуре. Представьте себе менеджера по продажам одежды в крупной сети магазинов. Компания активно внедряет ИИ, поэтому у менеджера есть наш инструмент для помощи в принятии решений. Этот инструмент собирает события и состояния и регистрирует их как конкретные экземпляры. Затем подсистема семантического логико-вероятностного вывода, или SPI, принимает эти объекты и выводит вероятностные правила, определяя их друг через друга. Например, красное и синее не сочетаются, или по понедельникам продажи низкие.
Эти правила сохраняются в базу данных и с соответствующими экземплярами передаются в блок вероятностно-формальных понятий, PFC, который оруживает и выводит статистически надежные инварианты, например, трендовые сочетания вещей или стратегии для увеличения продаж. Здесь мы видим, как инварианты добываются из первичных экземпляров и реализуются первые три принципа работы мозга с информацией. В некоторый момент состояние рынка фиксирует падение продаж, и менеджер обращается к системе с вопросом, что делать? И если получение прибыли — это основная цель данной системы, PFC получает ранее сформированные инварианты и релевантные правила и дальше оценивает возможные прогнозы. И если какой-то из инвариантов уже содержит рекомендацию, его можно использовать сразу. Иначе для вывода решения выполняется дополнительный логический вывод. При этом SPI выводит рекомендуемые решения одновременно. Он рассматривает все возможные сценарии в отношениях друг с другом, с контекстом и основной целью. Затем SPI с учетом текущего состояния определяет наиболее подходящий сценарий для достижения указанной цели и выдает результат в качестве рекомендации пользователю. В то же время SPI отправляет ожидаемые прогнозы в блок функциональных систем, TFS, который завершает оценку, а в будущем сравнивает предсказания с реальным полученным результатом. Итак, система предлагает менеджеру оптимальное решение для данного контекста. Нужно расширить продуктовую линейку и сразу фиксирует соответствующие ожидания. Продажи должны вырасти. Допустим, менеджер реализовал рекомендацию правильно, и продажи действительно выросли. Это фиксируется новым состоянием. Далее TFS оценивает этот результат как успех и сопоставляет его с другими успешными сценариями. Затем TFS повышает вероятность активации наиболее применимых правил, то есть закрепляет положительный опыт, в итоге реализуя все 5 принципов BPP. Самое главное, что этот опыт можно расширить, даже не меняя ядро системы. Вспомните про кружку на вашем столе. А теперь представьте магазин посуды, где подобная система сначала выявляет, на что ориентируется покупатель при выборе кружки. Размер, форму, цвет и так далее. После этого по сгенерированным фотографиям проводит АБ-тестирование для нахождения лучшей стратегии. И затем на основе этих данных печатает максимально интересные для клиентов кружки на 3D-принтере. Другими словами, система может создать идеальную кружку раньше, чем клиент сам сможет сформулировать свое желание. Описанный инструмент может быть реализован на базе когнитивной архитектуры. Она объединяет систему из 5 принципов BPP с 4 формальными математическими методами, интегрированных друг с другом. Основой такой архитектуры является гиперграфовая база данных, способная хранить как экземпляры, так и инварианты. То есть связывать не только отдельные элементы, но и целые группы элементов между собой. Вероятностные правила, связывающие свойства инвариантов, а также операционные среды предметных областей, хранятся в виде метаданных и различных спецификаций. Все эти компоненты в итоге образуют универсальное функциональное ядро, к которому могут подключаться различные модели, как отдельные навыки или модальности. В итоге в ядре формируется аналог наших знаний, которые не зависят от среды применения, цели или задачи. Так, шаг за шагом наш ИИ становится действительно универсальным и сильным. Подробности вы можете узнать из наших предыдущих докладов и публикаций. Подробнее о самой теории Brain Principles Programming рассказал Андрей Владимирович Курпатов на AI Journey в 2019 году. Теоретическая часть нашей работы представлена в первой статье и будет опубликована уже в материалах этой конференции. Вторая же статья развернуто отвечает на вопрос, как когнитивная архитектура на основе BPP может помочь в разработке самообучающейся системы поддержки принятия решений. Ну а в ближайшем будущем мы покажем, на что способен наш телепорт на практике. Спасибо за внимание. До новых встреч. Встретимся на пути к сверхтехнологичному будущему.